Всем привет! В этом видео я собрала 5 разных рецептов печенья к чаю. Первым приготовим вкуснейшее банановое печенье с кунжутом. Готовится оно очень легко, и для его приготовления не понадобятся даже яйца. В миску кладем один банан, очищенный от кожуры, и разминаем его вилкой до однородной кашицы. Банан желательно брать более спелый. К подготовленному банану насыпаем 80 грамм сахара, 2 столовые ложки сметаны любой жирности и наливаем 80 мл растительного масла без запаха. Все перемешиваем до однородности. В эту массу насыпаем примерно половину муки и 1 чайную ложку разрыхлителя с горкой. Все перемешиваем. Затем насыпаем остальную часть муки. Всего понадобится 300 грамм муки. Перемешиваем тесто до однородного состояния. Тесто должно получиться мягким и хорошо держать форму. Из готового теста сразу же формируем небольшие шарики примерно одинакового размера. Размер каждого шарика чуть меньше грецкого ореха. Каждый шарик теста немного приплюскиваем руками. И хорошо обмакиваем его одной стороной в кунжуте. Тесто с кунжутом еще немного раскатываем скалкой. Получившуюся лепешку сворачиваем в рулетик. Таким методом готовим все печенье. Готовые рулетики выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Из этого количества теста у меня получился целый противень печенья. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов, запекаем приблизительно 20-25 минут. Ориентируйтесь по своей духовке и по толщине приготовленного печенья. Банановое печенье с кунжутом получилось очень вкусное. Сверху хрустящее, а в середине мягкое. Легкий ненавязчивый аромат банана придает этому печенью особенный вкус. Обязательно его приготовьте, оно готовится очень просто и быстро. Вторым приготовим шоколадное печенье с кунжутом. Готовится оно быстро и несложно. Такое печенье отлично подходит для домашнего чаепития на каждый день. Сначала приготовим тесто. На сковороду насыпаем 50 грамм кунжутных семечек. Обжариваем их на среднем огне, постоянно перемешивая. Готовим кунжут до красивого золотистого цвета. Обжаренный кунжут высыпаем в большую миску. К нему насыпаем 220 грамм пшеничной муки и 60 грамм кукурузной муки. Также сюда насыпаем 25 грамм какао, обязательно просеивая его через сито, чтобы не было комочков. Все сухие ингредиенты перемешиваем. В отдельную миску кладем 120 грамм мягкого сливочного масла. Начинаем его взбивать и насыпаем 110 грамм сахара. Примерно через минуту, когда сахар с маслом взобьется, добавляем 2 яйца по одному, после каждого раза взбивая до однородности. Масляную смесь перекладываем в миску с мучной смесью. Все перемешиваем сначала лопаткой, а затем руками. Тесто перемешиваем недолго до однородности. Тесто должно получиться мягким и слегка липнущим. Если нужно, то можно еще немного добавить муки. Как только все ингредиенты смешались, прекращаем вымешивать. Готовое тесто кладем на коврик и раскатываем в пласт толщиной примерно 5 мм. Из теста вырезаем пряники. Я использую формочку сердечко. Обрезки теста собираем и повторно раскатываем. Подготовленные заготовки перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 15 минут. Готовому печенью даем остыть и подаем на стол. Печенье получилось в меру сладкое, с легкой шоколадной горчинкой и приятным кунжутным ароматом. Готовится оно просто и быстро. Такое печенье отлично подходит для домашнего чаепития на каждый день. Третьими приготовим творожные рулетики с корицей. Это быстрый рецепт домашнего печенья, который готовится из доступных продуктов.
Сначала приготовим тесто. В миску насыпаем 270 грамм муки и 5 грамм разрыхлителя. Все перемешиваем. В мучную смесь кладем 250 грамм творога и немного перемешиваем. Творог можно использовать любой жирности, у меня творог жирностью 5%. Сюда же наливаем 50 грамм растопленного сливочного масла. Опять перемешиваем. Для начинки отсыпаем 3 столовых ложки сахара от 200 грамм сахара и насыпаем 1 столовую ложку молотой корицы. Все перемешиваем, начинка готова. В отдельную миску разбиваем одно яйцо. Начинаем его взбивать и постепенно насыпаем оставшийся сахар. Взбиваем примерно 3 минуты до образования пены. Взбитое яйцо с сахаром выливаем в подготовленную творожную мучную смесь. Тесто недолго перемешиваем сначала ложкой, а затем руками. Должно получиться мягкое тесто, которое хорошо держит форму. Тесто накрываем крышкой и оставляем отдохнуть на 15 минут при комнатной температуре. Прошло 15 минут. Готовое тесто выкладываем на стол, немного посыпанный мукой. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт. У меня получился лист размером примерно 50 на 40 сантиметров. Тесто равномерно посыпаем приготовленным сахаром с корицей. По длинной стороне все сворачиваем в плотный рулет. Рулет разрезаем на кусочки. Ширина каждого кусочка примерно 1,5–2 см. Все рулетики перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Из этого количества теста у меня получилось 20 рулетиков. Печенье ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 15–20 минут. Готовые рулетики достаем из духовки и даем им остыть. Остывшие рулетики подаем на стол. Творожные рулетики с корицей получились очень вкусными и ароматными. Сверху немного хрустящие и мягкие внутри. Готовятся просто и быстро. Они отлично подходят для домашнего чаепития. Четвертым приготовим печенье веер. Красивое, оригинальное и очень вкусное. Готовится несложно и из обычных продуктов. Сначала приготовим тесто. В миску кладем 150 грамм сливочного масла комнатной температуры. Взбиваем его миксером примерно полминуты. Сюда же насыпаем 100 грамм сахара. Все взбиваем миксером до однородности. Сюда же разбиваем 2 яйца по очереди, после каждого перемешивая миксером. Насыпаем 50 грамм крахмала и 1 чайную ложку разрыхлителя. Перемешиваем. Сюда же в 3-4 подхода добавляем 250–280 грамм муки. Сначала перемешиваем миксером, а когда тесто станет густым, продолжаем вымешивать лопаткой и руками. Тесто должно получиться мягким и хорошо держать форму. Готовое тесто накрываем крышкой и ставим в холодильник настаиваться на 30 минут. Охлажденное тесто раскатываем в пласт толщиной примерно 5 мм. Чтобы тесто не прилипало, посыпаем его сверху и снизу мукой. Круглыми формочками для печенья вырезаем кружочки. Диаметр моей формочки 9 см. Все кружочки разрезаем пополам. Перекладываем их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Готовим глазурь для печенья. Одно яйцо разделяем на желток и белок. Белок нам не понадобится. В желток насыпаем 1 столовую ложку с горкой какао. Наливаем примерно 2 чайных ложки молока. Все перемешиваем до однородности. Печенье смазываем подготовленной глазурью. Сразу же делаем ножом вот такие насечки, имитируя форму веера. Таким образом украшаем все печенье. Из этого количества теста у меня получилось 2 таких противня печенья. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 15 минут.
Готовое печенье достаем из духовки и даем ему остыть. Красиво выкладываем на тарелки и подаем на стол. Печенье веер получилось красивым, необычной формы и очень вкусным. Оно прекрасно подходит для чаепития всей семьей. Очень рекомендую его приготовить. Пятыми приготовим нежные, как облачко, и очень вкусные пирожки с творогом на бездрожжевом тесте. Готовятся они несложно и достаточно быстро. Сначала приготовим начинку. В миску кладем 180 грамм творога, насыпаем 2 столовых ложки сахара и 2 столовых ложки крахмала. Сюда же добавляем ванильный экстракт или 5 грамм ванильного сахара. Творог с сахаром хорошо перетираем вилкой. В этом рецепте можно использовать творог любой жирности. Готовим тесто. В отдельную миску насыпаем 180 грамм творога любой жирности, добавляем 100 грамм сахара и щепотку соли. Все перемешиваем, перетирая творог вилкой. Наливаем 100 мл молока и добавляем 3 столовых ложки растительного масла. Перемешиваем. Сюда же в миску насыпаем в 2 подхода примерно 250 грамм муки и добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя. Все перемешиваем. Муки может понадобиться немного больше или меньше, все зависит от вашей муки. Замешиваем мягкое и не липнущее тесто к рукам. Долго тесто вымешивать не нужно. Как только все смешалось, прекращаем мешать. Стол посыпаем мукой и сразу же раскатываем готовое тесто в прямоугольник. Толщина раскатанного теста должна быть около 5 мм. Неровные края отрезаем, чтобы получился ровный прямоугольник. Раскатанное тесто разделяем на 4 части, а затем каждую четвертинку разрезаем еще на 3 прямоугольника. Получается 12 кусочков теста. И еще 2 прямоугольника я сделала из обрезков теста. На каждый кусочек теста кладем подготовленную творожную начинку. Все сворачиваем в рулетик. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 14 пирожков. Пирожки перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем примерно 20-25 минут. Пирожки готовы. Красиво выкладываем их на тарелку. Сверху пирожки посыпаем сахарной пудрой. Пирожки с творогом получились очень вкусными и мягкими. Готовятся просто, и с их приготовлением справится каждый. Вместо творога можно использовать любую другую нежидкую начинку, например, яблоки. Если вам понравились такие рецепты печенья, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.